Всем привет! Данное видео посвящено внедрению в систему охлаждения УАЗа электровентиляторов от Нивы Chevrolet и проверка сделанного блока специально для вентилятора, ну и плюс 3 релешки будут на противотуманке, но это отдельная тема. В общем, с чего начнем? Вот сам блок. Извините, конечно, за неэстетику. Это проверка работоспособности и возможностей самого вентилятора. В общем, пока здесь у меня стоят 3 реле по 30 ампер. В дальнейшем будет ставиться реле другого типа, 80-ки. Выглядят они вот так. Если вот видно, маркировка 80 ампер с диодами. Цена, конечно, у них 250 рупиев по сравнению с такими. Ну и, соответственно, мощность больше. В общем, пока так. Про данный блок написано в БЖ. Читайте, кому интересно. Спасибо сайту. Оттуда подчеркнул информацию отдельной личности, которая выкладывала подобное. Ну, в общем, так. Начнем. Работа вентилятора. Кстати, схема тоже взята с сайта Нива Chevrolet. Там все подробно описано. Есть старая схема подключения с реле 4-позиционными и новая с 5-позиционными. Работа, соответственно, тоже разная. В общем, я сделал на 5 позиций реле. Ну, начнем. То есть, 2 датчика температурных. Меньшей температуры и больше. Соответственно, сработка первого датчика у нас включает 2 вентилятора на пол мощности. Смотрим. Вот замыкаем первый датчик. Сработали вентиляторы. В принципе, обдув 2 вентиляторов хороший, выдув дует хорошо. Надеюсь, будет хватать первой скорости. Но посмотрим. В общем, дальше. Сработка. Если повышается температура, ползет у нас вверх. Соответственно, срабатывает другой датчик. То есть параллелем. Они срабатывают оба. И вентиляторы у нас должны сработать на 100% мощность. Смотрим. Вот они 100%. Оба. Соответственно, и звук другой, и выдув другой. В общем, вот так вот. Колодка работает, реле щелкают. В общем, что еще? Плюс этой системы. При выходе из строя у нас одного из вентиляторов. Ну, давайте отсоединим. Вот этот. Отсоединили. Смотрим. Так, замыкаем, соответственно, 2. Что у нас работает? Так, щелкнула релешка у меня. Пардон. Сейчас мы это дело исправим. Так, отсоединили один, сломался один. Работает один на 100, второй молчит. Угу. Соединяем дальше. Выводим из строя другой вентилятор. Вывели. Сломали, вернее. Посоединяем. Смотрим, что происходит у нас далее. Работает другой вентилятор, тоже на 100% мощность. То бишь. Сейчас, секундочку.
То бишь есть вариант запаса того, что у вас все будет работать при случае выхода из одного или другого вентилятора из строя. Дальше по колодке, по соединению. Давайте здесь поподробнее чуть-чуть посмотрим. Ну, сгорает у нас реле одно. Давайте его вытащим. Вытащили. Что здесь? Давайте первый датчик проверим. Так, реле щелкает, но ничего не работает у нас. Давайте больше датчик проверим мощности. Сработка идет на 100 одного вентилятора. Это мы убрали одно реле, сгорело. Давайте уберем другое реле. Брали. Проверочка здесь. Малый датчик. Опять щелкает, ничего не работает. Здесь тоже щелкает, ничего не работает. Ну, как-то так. Что еще? Давайте уберем четырехконтактную. Посмотрим, что будет здесь. Убрали. Здесь ничего. Здесь сработка идет одного, опять же. Давайте на два контакта проверим. То же самое. Ну, соответственно, что-то ломается, что-то не ломается. Но я думаю, два реле сгореть это, ну, хотя бывает, не спорю. Ну, в общем, как-то так. Система работает, система показала себя пока надежно. Ждем внедрения в авто. Ну, и еще видео, наверное, выложу с внедрением вот такого вот девайса. Кнопка принудительного включения и отключения вентов. Но это попозже. Надо разобраться вот с этой байдой, что куда. Надеюсь, всемирная помойка нам поможет. Так, я не электрик, я, как сказать, только учусь. Схему читать не умею, все методом народного тыка. Ну, в общем, как-то так. Спасибо. Ждите очередное видео. Всем удачи.